Хотя существует множество историй о том, как собаки становятся героями и спасают людей, пришло время и кошкам показать себя с лучшей стороны. Не все животные одинаковы, независимо от вида, поэтому, когда их владельцы в опасности, они делают все возможное, чтобы спасти их и утешить. Возьмем, к примеру, милую кошку в смокинге, которая спасла ребенка своей семьи от няни. Эта молодая женщина не ожидала, что это произойдет. В то время как собака — верный спутник человека, все мы знаем, что кошки — это те избалованные друзья, которые проявляют свою любовь только тогда, когда у них хорошее настроение. Сильные характеры кошек заставляют нас влюбляться в них. Однако эта кошка уникальна. Не имеет значения, любите ли вы кошек или собак. У обоих видов есть свои способы выразить нам свою любовь. А когда дело доходит до защиты, кошки не очень-то хороши в этом. Но эта очаровательная черная кошечка помогла своему маленькому другу-человеку разоблачить жестокую няню. Поскольку семья обнаружила, что няня была ужасным человеком, они провозгласили драгоценный комочек шерсти героем. Давайте посмотрим, как они поняли, что сделала няня, и как кот помог им узнать правду. С тех пор, как Мэри и Дэниел узнали, что у них будет ребенок, они были очень рады появлению нового члена семьи. Даже домашняя кошка Зара захотела познакомиться с малышом Олли. И как только она увидела его, она стала мяукать до тех пор, пока пара не позволила ему прижаться к себе. Для Зары встреча с Олли стала любовью с первого взгляда. Кроме того, он был идеальным маленьким человечком, который мог поспать с ней. Так продолжалось более 1,5 лет с тех пор, как родился Олли. Где бы вы ни увидели Олли, вы знали, что Зара где-то рядом. Мэри была готова выйти на работу после 9 месяцев, проведенных дома с Олли. Ей нужна была няня, которая помогала бы ухаживать за ребенком, пока она была на работе, однако она никому не доверяла. Поэтому она обратилась к другу семьи. В 25-м год Алисия собиралась помочь Мэри, по крайней мере, так она думала. Молодая женщина была другом семьи, и, зная, что у нее пока нет работы, деньги были бы более чем кстати. Кроме того, они знали друг друга, и Мэри знала, что Олли будет в надежных руках. Однако вскоре после того, как Мэри снова начала ходить на работу, все изменилось. По прошествии нескольких недель поведение Элли изменилось, и родители понятия не имели, что происходит. Мэри и Алисия практически помогали друг другу. Мама смогла бы вернуться на работу, а Алисия получала бы дополнительные деньги. Мэри подумала, что это было хорошее решение, но это было не так. Алисия впервые навестила Мэри и Денниса, когда к семье присоединилась кошка Зара. Кошке всегда нравилось устраиваться на коленях у незнакомцев, и Алисия не была исключением. Однако что-то изменилось после того, как Алисия стала няней Олли. Ревновала ли кошка Алисию? Няня объяснила, что, возможно, Зара была агрессивной, потому что от ее одежды пахло псиной. Но шли дни, и Мэри с Дэниелом поняли, что даже малыш ведет себя странно. Олли всегда был спокойным ребенком. Казалось, его не пугало ничего слишком громкого. Но однажды, когда Мэри накричала на Дэниела, который был в гостиной, Олли, казалось, вздрогнул. Когда мама протянула руку, чтобы успокоить его, ее ребенок вздрогнул снова. Казалось, у Олли были причины вздрогнуть, но Мэри подумала, что у нее паранойя. Что, если Алисия била своего ребенка? Мэри что-то почудилось? На следующий день, когда она пришла домой, у ее ребенка была опухшая губа. Кроме того, если вы еще этого не сделали,
Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать вдохновение от этих историй о животных каждый день. А теперь вернемся к истории. Слишком много всего произошло с тех пор, как Алисия стала няней Олли. По-видимому, губа ребенка распухла после того, как он ударил себя игрушкой. Но Мэри и Деннис решили проведать няню, просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но это было не так. У родителей не было времени купить пару видеокамер для няни и быстро установить их, поэтому они просто купили небольшое записывающее устройство. Но куда его девать? Одежда Олли не могла скрыть этого, особенно если бы Алисия переоделась. Затем они посмотрели на Зару. Зара собиралась стать идеальным шпионом. Она уже была везде, где был Олли, так что кошка собиралась помочь им разгадать тайну Алисии. На записи Мэри и Дэниел услышали, как Зара мяукает на Олли, а малыш пытается мяукнуть коту в ответ. Это было очень забавно. Затем они услышали Алисию. После мяуканья Мэри и Дэниел, которые находились в своей машине в нескольких минутах езды от дома, услышали голос Алисии. Внезапно Олли начинает плакать, и как Алисия реагирует. Слышно, как вместо того, чтобы успокаивающим голосом показать ему игрушку, Алиша кричит на ребенка: «Заткнись, заткнись!» — кричала она, в то время как малыш Олли продолжал плакать. Тем временем по громкоговорителю было слышно, как Зара шипит на няню. «Ты должна прийти в себя!» — кричит Алисия на Олли, ругаясь на кота. Родители сразу же бросились домой, чтобы поймать Алисию, но когда они вернулись, все было в порядке. У них была только запись, но этого было недостаточно для полицейского отчета. Алисия притворилась, что все в порядке, и родители сделали то же самое. Они заявили, что забыли что-то на работе, и снова ушли. Однако в тот день они на работу не вернулись. Вместо того, чтобы пойти на работу, родители взяли отгул, чтобы купить пару видеокамер для няни и установить их в гостиной и детской комнате. На следующее утро все было готово. Все, что им было нужно, — это доказательства, и, к несчастью для Олли, у них их было достаточно. Перед записью Алисия, Мэри и Деннис подали заявление в полицию, обнаружив на пижаме своего ребенка кровь, оставшуюся после того, как он порезал губу. Из-за отсутствия записи или видеозаписи жестокого обращения Алисии не было предъявлено обвинение. Она понятия не имела, что пара постепенно открывала для себя ее темную сторону. Установив камеры, родители собрались уходить из дома и рассчитывали, что Зара выполнит свою работу. Все оказалось намного хуже, чем Мэри могла себе представить. Не прошло и 15 минут, как Алисия раскрыла свою истинную сущность, на этот раз перед скрытой камерой. Как только Алисия увидела запись в прямом эфире, родители вызвали полицию и поехали домой так быстро, как только могли. В тот день Алисия совершенно потеряла рассудок. Вот что вспоминает мать в интервью СМИ. «Когда я смотрела видео, она кричала на него, просила заткнуться, сидела на нем верхом», — со слезами на глазах рассказала мать. Мэри никогда не думала, что ее хорошая подруга такая злая. Посмотрев отснятый материал, Мэри сказала, что, честно говоря, на мгновение почувствовала гнев, отвращение и ярость. Было очевидно, почему. Ее ребенок подвергся жестокому обращению со стороны человека, которому она когда-то доверяла. «Я немедленно развернула машину и поехала домой», — рассказала Мэри. Мэри. Она не могла поверить, что это настоящее лицо Алисии. Она спросила: «С ним что-то происходит?»
и я сказала, что не знаю. Вы сами скажите мне, что здесь происходит. Она стала защищаться, вспоминает Мэри. Как только они столкнулись с жестокой няней, на место происшествия прибыла полиция и арестовала Алисию. Ей было предъявлено обвинение в том, что она подвергла ребенка опасности, и она должна была предстать перед судом. Каковы были последствия ее действий? Алисии пришлось обратиться к психологу и научиться управлять гневом, иначе ей грозил тюремный срок. Ей больше не разрешалось работать няней. Тем временем Мэри и Дэниел все еще были потрясены тем, что узнали. Родители решили больше не полагаться на посторонних, когда дело касалось ухода за их маленьким мальчиком. Похоже, друзьям Олли нельзя было доверять. Пока что лучшей няней, которая была у Олли, была кошка Зара. Хорошая сторона этой ужасной истории в том, что Алисия больше никогда не будет нянчиться с детьми и что она посещает психолога. Тем временем Олли не помнит тех ужасных недель, и Зара всегда находится рядом с ним, будучи лучшей няней на свете. Если бы не странное поведение Зары и ее помощь в качестве кошки-шпиона, возможно, Мэри и Дэниел не поняли бы, что Олли подвергался жестокому обращению. Или, может быть, они поняли бы это слишком поздно. Итак, мы все можем согласиться, что Зара — кошачий герой. Возможно, Зара считает Олли своим ребенком, а не просто лучшим другом. Какими бы ни были ее чувства к маленькому человечку, эта кошка помогла Мэри и Дэниелу разгадать тайну няни. Теперь, благодаря большой любви и заботе со стороны мамы и папы, маленький Олли стал большим мальчиком. Он готов к любым приключениям, и Зара будет рядом, чтобы помочь ему в этом путешествии. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им со своими друзьями и семьей. Еще раз спасибо, и мы увидимся с вами в следующем выпуске.